Известные телеведущие Настя Ивлеева и Юлия Коваль очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, одна из них должна прожить 2 дня на $100, вторая может тратить неограниченные средства, которые хранятся на безлимитной карте. Чтобы решить, кто будет жить как миллионер, а кто учиться выживанию, Настя и Юля бросают монету. И каждый раз все решает. Орел, решка! Деньги. Ого! Все преимущества премиальной карты MasterCard снова мои. Давай, кстати, проверим, у кого более модельная походка. У меня более модельная Нет, у тебя не более модельная, это у меня более модельная, друзья. Ты куда прошли? А, нет, мы не дошли. Друзья, привет! Орел и решка. Ну, куда ты лезешь? Ладно, все, хорошо. Это Настя Ивлеева. Друзья, мы прилетели в Албанию, это раз. Во-вторых, 4 или даже 5 месяцев я была без морюшка. Без морюшка, а здесь их даже 2. Ага. Пляжи, соль, солнце. Кстати, Албания, я уверена, что это абсолютно недооцененный курортный край. Балканы, горы, море, красота, Настя. Да, все верно, все верно. Давай подбрасываем монетку и погнали. Давай, орел или решка, кто у нас где, кто как решить? Я орел, и, кстати, давай подбрасываем монетку. Почему орел ты? Потому что я Ты опытнее, старше, красивее, ты мудрее, взрослее, богаче, ты- интеллигентнее. Да. Албания, Подружка погнали. называется. Поймала. Мгм. И справедливость торжествует, дорогие друзья. Подожди, давай так. Орел и решка, девочки, Юль, подружки. пока учись разделять работу и дружбу. Подожди, Хотя, стой, иди знаешь, сюда, стой. Передумала? Дай сюда. Я же говорила, она настоящая. Это моя лучшая, это не подруга, это друг, понимаете? Это человек, на которого я могу положиться, понимаете? Что? Это успех, девочка моя. Следи со своей сумочкой. Монетку отдай! О, ничего, я вырасту, вам тоже всем покажу. Албания – европейская красотка, Согретая жарким солнцем омываемая сразу 2 морями. и окутанная десятками легенд и тайн, разгадать которые нам сегодня и предстоит. В Албании за $100 дают 10 040 лек, что по местным меркам реально хорошие деньги. Поэтому бюджетному туристу по карману и автобус, и такси. Но я знаю вариант в разы круче. Так, хай. Ребята, посмотрите. Красивая белая машина, светлая, свежая, молодая, как я. В Албании в местном рентале можно арендовать авто от $20 в сутки. И никаких тебе залогов и лишней суеты. И кто скажет, что со $100 плохо жить? Где угодно, только не в Албании. Так, ну что, Балканы, встречайте водителя. Говорят, что Албания курорт бюджетный. Но я здесь для того, чтобы развеять этот миф и показать, что здесь можно хорошенечко жирануть. И один из выпендрежных пунктов – вертолет. Стоит такое удовольствие здесь $30 в минуту. Лететь мне минут 45. Плюс стоимость возврата вертолета обратно на базу. Итого $2700. По-моему, неплохо. Ой, скучала, ой, скучала.
Мне определенно нравится это начало. А еще вертолет – это отличный способ сложить первое впечатление о стране. I'm breathing in and breaking down. I feel my time is running out. The fire in my heart will burn me to the ground. С высоты птичьего полета понятно, что Албания безумно богата на природные ресурсы, на природные красоты, на горы, на хребты, на породу, на деревья, на солнечные дни и хорошее настроение. Ребята, хорошие новости. У этой малышки, в которую я уже влюблена, маленький аппетит, у нее маленький расход топлива, и это даст мне возможность посмотреть страну и не потратить кучу денег на бензин. А посмотреть здесь есть на что. Ведь Албания – это высокие горы, живописные равнины, извилистые серпантины, маленькие деревушки с красными черепичными крышами и множество древних легенд. Поэтому, Албания, готовься, я побываю везде. Но главное, ради чего большинство туристов приезжает в Албанию – это море. Ребята, я вам скажу так. То, что я сейчас вижу, у меня просто стынет кровь в жилах. Я ждала встречи почти полгода. Я смотрю и не верю своим глазам. Море, море, что море! Для своего морского отдыха я выбрала самый богатый и живописный курорт Албании – город Влёра. Пока я обалдевала от всего происходящего, забыла вам сказать самое главное. Тут же встречаются два морюшка, не одно, два. Ионическое и Адриатическое. И я планирую в этот уикенд искупаться в каждом из них. И не раз. Ребята, А первая остановка в моем маршруте – город Бират. Первое впечатление о городе Бират. Вау! Просто посмотрите, какая красота! Этому городу 2400 лет, и он считается городом окон в Албании. 1000 окон. А все из-за того, что каждый дом в городе имеет множество окон. И все они смотрят только в одну сторону. Согласно легенде, местные договорились построить город из 200 одинаковых домов, по 5 окон в каждом. Но нашелся задавака, который построил на одно окно больше. Таким образом, сделав город 1001 окна. За испорченную статистику соседи связали и бросили проказника в реку. Но на самом деле почти все здания в Бирате имеют больше 5 окон. Ведь город находится на склоне горы, из-за чего все дома с ее стороны имеют глухие стены. А чтобы в дом попадало максимум света, окон делали как можно больше. Искать то самое 1001 окно, с вашего позволения, я не буду, а вот перекусить очень не против. Ребята, если честно, я еще не отошла от шока, что мы приземлились в таком красивом месте на вертолете, но мне сейчас птичка шепнула, что продюсеры дико рады моему возвращению, поэтому подарили мне Авентадор. Да нет, шутка, дали покататься на этот уикенд, но это просто какой-то это пранк! Ай, ой. Не мое это быть секси. Причем машина стоимостью $500 000 нужна мне только для того, чтобы проехаться по территории отеля к своему номеру.
Так, ребят, смотрите, если вы хотите, девчонки, да, кататься на маленькой машинке низкой спортивной классной и надеваете мини-платье, имейте в виду, что выход ваш будет not sexy, not good. Вы все еще считаете, что Албания бюджетный курорт? Я вот так не думаю. И Ламборгини так не думает. Или Ламборджини, бог с ним. А номер мой находится в курортном 5-звездочном отеле Marina Bay Luxury с личным пляжем, бассейном, рестораном и спа-центром. Слушайте, как здорово устроен отель. На улице шумиха, тусич, гундеж. А здесь такая, знаете, как будто спа-зона. И пока ты идешь до своего номера, уже успеваешь отдохнуть. Так, кажется, мой. О, сейчас с ногтями проблема. Ну что, добро пожаловать в мой номер. Суперлюкс стоимостью $300 в сутки. В целом и общем номер достаточно просторный, светлый, приятный. Ванна в центре, большая кровать, на троих даже, я бы сказала, не на двоих. Для Албании это роскошь. За это и выпьем. Местные жители порекомендовали мне один очень аутентичный ресторанчик в этом городе. Сказали, здесь невероятно вкусная албанская кухня, и одно из блюд я сейчас, надеюсь, попробую. Называется оно фергес, или тиранская запеканка. Это помидоры, перец и сыр, запеченные в духовке. Украшают зеленью и подают с хлебом. Пахнет реально волшебной. Если бы я закрыла глаза и попробовала это, я бы подумала, что это приготовила моя бабушка. Ну так, стушила овощи с сыром. Вкусно, по-домашнему, сытно, но есть минус. Реально жирно. Ребята, посмотрите, сколько масла. Все дело в том, что испокон веков албанцы пашут в полях. А чтобы работать хорошо и много, им нужны силы. И по их мнению, жирная, калорийная еда – лучший источник энергии. Чего я выпендриваюсь? Обалденно. И главное, друзья, посмотрите, с каким видом я сегодня обедаю. Да на одну смотровую площадку бывает проход дороже, чем здесь уже с блюдом. Прямо сейчас на ваших глазах состоится воссоединение века. Настюшка, опасность и целых 2 морюшка. Потрясающий дуэт, невероятная коллаборация, величайший тройничок. Короче, называйте как хотите. Погнали со мной на яхту и вперед путешествуем. Hello, thank you. Окей. Ну что, полный вперед? Албания – счастливая обладательница сразу 2 морей и более 360 километров морского побережья. Поэтому богачу здесь есть где разгуляться. Эмоции просто невероятные. Еще совсем недавно, кроме стен своего дома, смотреть было не на что, а сейчас ты в море, в огромном море, и оно даже не одно, их 2, и вот ты сидишь на носу яхты и плывешь, просто плывешь в эту свободу, в невероятные какие-то новые ощущения, новые картинки. И очередной раз могу сказать, друзья, путешествуйте, путешествуйте куда угодно, когда угодно, с кем угодно, хоть один, но путешествуйте. Это невероятно. Я, путешественник со стажем, до сих пор схожу с ума от того, что я видела это 1000 раз, но каждый раз меня это восхищает как первый. Это балдеж чистой воды. Но самое приятное в прогулке на яхте –
это заглушить моторы где-нибудь в живописной бухте и окунуть свое горячее тело в прохладную морскую гладь. Господи, неужели это сейчас случится? Ну что, let's go together right now. Прошло, а я так и не научилась красиво нырять. О, как хорошо. Надеюсь, что моей подружаньке Юльке Коваль так же хорошо, как и мне сейчас, потому что морешко, я уверена, что она доступна здесь не только богачам, но и бюджетным туристам, и искренне надеюсь, что она тоже сейчас хорошенечко кайфует! У! Следующая точка моего бюджетного албанского путешествия – каньон Асуми. Длина 26 километров. Возраст 3 миллиона лет. Звание одной из самых красивых природных достопримечательностей Албании. Но главная фишка этого каньона не только его красота, но и экстремальное развлечение. Их здесь себе может позволить даже бюджетный турист. Ну что, друзья, грациозный ниндзя Юля Коваль готова к настоящим экстремальным испытаниям в Албании. Погнали! Водный хайкинг – это пешая прогулка по горной местности с преодолением водной стихии. Честно, я понятия не имела, что есть такой вид спорта, как водный хайкинг. И самое забавное, что есть берег, по которому можно идти, но все пруд по реке. Первые минуты водного хайкинга выглядят просто как милое купание в реке. Но вскоре ты словно попадаешь в какое-то экстремальное шоу с целой чередой препятствий. Первое препятствие – грязь. Слушайте, они такие шустрые, блин, постоянно вперед. Эй, капитан! What are you doing? No, don't jump with me. Ой, ой-ой-ой, не-не-не. Ребята, кажется, я в дерьме. Вот, сказали ж тебе, прыгай, а ты, дура, полезла. Срезать ее, тапок теряется, ребята. Тапок конкретно теряется. Грация — это не мое. Следующее препятствие – подводные камни, которые так и норовят впиться в твое тело. Дном цепанулась, полностью всю попу поцарапала. Рука вон, смотри, разбита, почти кровь идет. Что она делала? Вот рука. Вон, видишь, синячище какой? Ну и изюминка водного хайкинга – прыжки в бурлящую воду горной реки. Да что? Я не буду прыгать. Вы чё? Ну зачем? Куда? Зачем? Истерика у людей нормально. Мне нельзя, у меня косы расплетутся. Это дурня какая-то. Зачем такое делать? Мы так хорошо шли себе, купались, водички плескались, камушки считали.
восхищались красотой. Зачем сейчас убийца тут и что? И вот ради чего? Это даже не финальная серия «Орла и решки». По крайней мере, хотелось бы так думать. Посмотри! Посмотри! Okay. Right foot. So the trick is don't think about it. So you just go. Okay? You just go. Ой! Как можно об этом не думать? Вот как можно об этом не думать? Ну что, дорогие мои любители качественного контента, мы зашли с яхты на эту маленькую прекрасную лодочку, чтобы доплыть до интереснейшей пещеры. Поговаривают, что там кочевали пираты. Согласно легенде, в 17 веке известный пират Хайши Али вместе со своей командой использовал эту пещеру в качестве укрытия. Ее удобное положение позволяло неожиданно выплывать из пещеры, быстро нападать и грабить проплывающие мимо корабли. Удивительно, что такое может сотворить сама природа. Вот казалось бы, мы еще не увидели, что там внутри, но вот чтобы сделать такой проход, как будто это действительно специально выбитая арка. Высота пещеры целых 60 метров. Сюда бы запросто поместился целый 20-этажный дом. Ух ты! Да, я, конечно, многое повидала за свою историю путешествий, но это место, оно не то чтобы впечатляет, оно просто обезоруживает, ребята. Долгое время эту пещеру посещали в надежде отыскать сокровища, которые якобы пират мог спрятать здесь. Но сколько времени прошло, а сокровищ так никто и не нашел. Поэтому на смену кладоискателям сюда пришли туристы, которые приплывают просто, чтобы поплавать среди красот природы. Короче, место топ. Единственное, что очень много туристов, но с другой стороны, конечно, я все это могу понять. Все соскучились по путешествиям, все едут, прутся, летят. Это нормально. Поэтому надо учиться совмещать два в одном. И музицирование, и тусич-джусич. А это я могу. Поплыли дальше. Ой, не хочу. Правда не хочу. Короче, ребята, если после этого будет хоть один хейтовый комментарий про меня, вот честное слово, вы побойтесь Бога, смотрите, на что я иду ради вас. Все, «Орел и решки», любимые ведущие, новый сезон. «Орел и решка», пожалуйста, любите новых ведущих. Ради вас прыгаем. Это было... классно! Я хочу еще раз! Yes! Фу, капец, как это было страшно, ребята! Я вам настоятельно рекомендую. Приедете в Албанию, приходите сюда. Это незабываемо. Я хочу сделать это опять снова, хотя это еще не закончилось. В общем, лучшее, что было со мной за этот уикенд пока что. Обожаю активный отдых. И отдыхаешь, и калории сжигаешь. Жаль, конечно, что я не знаю, сколько именно я калорий сожгла. А вот были бы у меня смарт-часы, все бы знала. Сейчас открою e-каталог и подберу себе хорошую модель. Выбираем категорию гаджеты, умные часы. О, сколько вариантов. Сейчас отсортирую. Так, тип. Ставим галочку смарт-часы. Дисплей прямоугольный, круглый. Ну, круглый монохромный. Так, показать. Ничего себе, как быстро отсортировали. Здесь еще и показаны цены, и где выгоднее купить. Круто. В общем, пару минут, и я уже знаю, какую именно модель я себе хочу и куплю. Ну что, мои дорогие, этот вечер я решила провести в компании потрясающего человека. Себя самой? А, нет, все-таки у меня есть один гость. Это бутылочка шампанского. Ну ладно, два гостя. И вкусный сладкий десерт, который лежит вот в этой коробочке. Остров Звернец – еще одно живописное место в Албании.
Он соединен с материком длиннющим 270-метровым мостом, на котором за каких-то $200 богатый турист может заказать себе роскошный ужин. Ну что, вы еще не верите, что в Албании некуда тратить деньги? Господа, можно с шиком проводить закат, где только вы, любимый напиток и десерт. Смотрите, как все красиво украшено. И кроме меня здесь не отдыхает абсолютно никто. Я и закат. Cheers! Ну что, еще один закат в копилочку? В горах темнеет быстро. Поэтому тянуть некуда. Надо искать ночлег. В округе нет ни отелей, ни хостелов. Единственный вариант – это кемпинги, которые устраивают для редких туристов местные жители прямо в своих дворах. Здравствуйте. Здравствуй. Меня зовут Юля, приятно познакомиться. И мне приятно, Донна. Я ищу комнату на ночь. Мне сказали, у вас можно найти. У нас не отель, а кемпинг. Мы сдаем места в аренду, но также есть один трейлер, в котором можно заночевать. Подойдет? Да, конечно, подойдет. Пожалуйста, проходи. Пожалуйста. Ну, слушайте, мало теремок, да... Как там в поговорке? В общем, хорошо здесь, ребята, смотрите. Чистая постель, реально вкусно пахнет. И я думаю, что буду спать с открытой дверью и слушать, как поют птички. Прекрасно. Никогда не ночевала в горах. Вот как раз будет у меня такой шанс. И всего-то за $5. Честно, по-душевному, ребят. Ну, не только что на этих хрустящих простынях спать, в джакузях в этих сидеть, шампанское это попивать. Небось, вот я уверена, у Ивлеевой там, небось, ванна на пол номера. Все вот, все по-домашнему, по-человечески, ну, по-простому. Ребят, как мне кажется, это прекраснейшее, отличнейшее, невероятнейшее завершение этого дня. Что может быть лучше горячей ванны и бокала шампанского? Это был прекрасный день. Спасибо, что провели его вместе со мной. И спокойной ночи. И, кстати, интересно, как там дела у Ковы? Друзья, скажу вам честно, я не помню, когда последний раз мой день заканчивался вот так, очень душевно. В горах, с костром. Я устала, но еще сильнее я соскучилась по путешествиям. И скажу вам честно, Албания навсегда в списке моих любимых стран. Я в полном восторге. Класс. Спокойной ночи. Олег, не снимай меня крупно, я только проснулась. Что начинается сразу? Подождите секунду. Доброе утро, Орел и Решка. Албания.
Пойдем кофейку выпросим у тетушки. А я с самого утреца решила отправиться покорять морские глубины. Здесь, на берегах Влера, находится одна из самых красивейших достопримечательностей. Находится она на дне, дорогие друзья, а именно один из самых больших кораблей в Адриатическом море. Его-то я и собираюсь посмотреть. Итальянский госпитальный корабль «По» длиной 135 и шириной 16 метров перевозил раненых, пока не был потоплен британскими бомбардировщиками в 1941 году. На борту было порядка 300 человек. Погибло 20 членов экипажа и 4 медсестры. И хоть история у корабля грустная, но за то время, пока он лежит на дне, он стал домом для сотен видов рыб и моллюсков, которые так любят рассматривать туристы-дайверы. А самое главное, несмотря на приличную глубину, 36 метров, все отчетливо видно, и ты запросто можешь прогуляться по палубам корабля. Слушайте, ну это, конечно, что-то с чем-то, помимо масштабов этого корабля. Ты понимаешь, что это не бутафория, которая специально затоплена, да, для туристов, а настоящий, абсолютно настоящий затонувший корабль. Ты ощущаешь, что у этого корабля есть история. И впечатление, конечно, невероятное. Это, наверное, одно из лучших погружений вообще за всю историю. Да вообще, за какую историю? Вообще за всю мою жизнь. Вы знаете, друзья, я очень счастлива. У меня все есть, и всего мне хватает. Но все-таки есть в жизни исключения. Для полного счастья мне не хватает водонепроницаемой колоночки. Ну что же я стою и жду? Пора заходить на Е-каталог и выбирать. Так, заходим в раздел «Гаджеты», «Портативные колонки». Есть. Сортируем параметры. Акустика, стерео. Мощность, конечно, побольше. Емкость аккумулятора, конечно, побольше. Ну и вишенка на торте – влагозащита. Показать. Так, по моим параметрам несколько вариантов с разными ценами и производителями. А также указано, где и сколько будет стоить. Супер, быстро и удобно. Казалось бы, друзья, да, Албания уже нас удивила горами, каньонами, реками, а теперь пришло время озер. Сегодня мы с вами приехали в удивительное место под названием Голубой глаз. По легенде, когда-то на эти земли напала гигантская змея. Чтобы справиться с ней, люди погрузили на скот дрова и подожгли. Змея съела горящих животных и начала пылать изнутри. В поисках воды она прорыла огромный туннель, где нашла источник. Он в итоге вышел наружу и создал это озеро. В общем, это какое-то чудо природы. Оказывается, это озеро и эта лагуна появляется благодаря источнику, который бьет из-под земли, из недр нашей планеты. И какая глубина там внутри, никто не знает. Изучить это мистическое, удивительное место пытались огромное количество дайверов и других любопытных людей, но никто так и не смог добраться до самого дна, потому что там давление, потому что там течение, и всех выталкивает наверх. Но я сейчас смогу. Дно, я его достану. Так, ну что, родниковая водичка, чистая, голубая. Иду
иду к вам. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вода ледяная просто, какой капец. Ой, аж в жилах кровь стынет. Оказалось, что источник холодный. И температура воды даже в самый жаркий день не поднимается выше 10 градусов. Честно сказать, меня злит, что остальные люди спокойно заходят и вообще глазом не ведут, а я не могу искупаться. Я поняла, сюда не надо заходить, сюда надо нырять, тогда будет не так больно. Поэтому идем и ныряем. Идем и ныряем. Идем и ныряем вместе. Так, все, мужики сделали, девушки сделали, дети сделали, и я сделаю. Что начинается такое? Это просто холодная вода. А откуда прыгать? Из меня как будто сейчас бес выходит, друзья, но на самом деле реально очень холодно, очень сильно холодно. А потом сразу жарко, потом сразу энергия приходит. Местечко непростое, действительно, с легендой теперь о том, как я пыталась сюда нырнуть. Холодильник. На вертолете летала, на Ламборгини ездила, на яхте ходила. Теперь хочется чего-нибудь экстремального, а в Албании это тоже имеется. За каких-то $600 вы можете устроить покатушки по албанским просторам на легендарном байке. Мы сейчас едем примерно 60-50 километров в час, а ощущение такое, как будто километров 200. Это гораздо круче тачки, друзья. На самом деле у меня первый такой эксперимент. Понятно, что вот если у вас какой-то спорткар, это другие ощущения. Но ехать на Харлее по Албании практически по свободным дорогам, при этом осматривая все достопримечательности, это такая определенная, знаете, степень удовольствия. Это правда круто, это стоит того, это дорого, это богато, это престижно и это рок-н-ролл. Как красиво, ребята! Посмотрите, как красиво! Боже мой, какой балдеж невероятный! Очень красиво! К концу своего албанского уикенда я тоже приехала к морю. Я ехала, я шла, я ползла, я плыла, и я добралась. Мое албанское вознаграждение. Пляж Ксамил разлегся в красивой бухте синего-синего ионического моря, а благодаря чистоте воды, песка, отсутствию больших волн и развитой инфраструктуре вошел в топ-10 лучших пляжей Европы. Обалдеть! Ребята, это один из самых красивых пляжей, которые я когда-либо видела. Какая чистая вода, боже мой! Я растаяла, это невероятно. Я хочу к вам, я иду, я раздеваюсь. Секундочку.
вода как стеклышко. Такая прозрачная, такая чистая, что даже не верится. Но самый основной ее плюс я поняла, когда зашла внутрь. Мало того, что она теплая, она очень соленая. И даже на глубине тебя просто выталкивает из воды, как из мертвого моря. Ну что говорить, вы сами все видите. В общем, здесь идеально для детей. Безопасно, тепло и комфортно. А я ребенок, поэтому мне все нравится. Не зря я сюда ехала целых 2 дня. Не зря. Самое время отведать настоящих вкуснейших албанских явств. Я приехала в одну из самых больших и самых старых ферм Албании. Говорят, что когда-то местные поля кормили чуть ли не всю страну. Сегодня же здесь открыли ресторан, где предлагают познакомиться с традиционной албанской кухней. Особенность этого ресторана в том, что у них нет конкретных позиций в меню. То есть все зависит от времени года. А, собственно, что у них растет на грядках, то вы, скорее всего, и будете есть. И это, собственно, видно по моему столу, потому что на старте мне принесли различного рода овощи, маринованные, свежие, ну и сырые с хлебом. Так что будем пробовать. Господа, ну что говорить? Овощи. Конечно же, свежайшие. Если вы хотите понять, какой у них вкус, я думаю, что каждый пробовал с грядки, с огорода, огурчики у бабушки, кто-то сам их выращивает. В общем-то, один в один. Следом подали несколько видов мяса и картошку. Вот здесь у нас получается птица, здесь у нас ягненок, а здесь у нас баранина. Также едят ребрышки, да? Вот чтобы вы понимали, насколько, да, я кретин, здесь отрезали самые нежнейшие, ломовейшие кусочки мяса, ягненка. Мы видим это. Мы видим это. Вот это они положили для красоты. Настя Ивлеева берет и начинает глодать кость, причем руками. В то время, когда чистейшие, нежнейшие кусочки мяса лежат рядом. А зачем? Зачем? Итак, что же из себя представляет албанская кухня? Все жирное, очень много масла. Но зато сытно, по-домашнему, и действительно стол очень богатый. И все очень свежее, и удовольствие от обеда вы получите невероятное. Я уже и забыла, что такое богатая жизнь на Решке. Но сейчас вспомню. Оп! Одно мгновение, и все преимущества премиальной карты MasterCard снова мои. На обратном пути я решила порадовать свои затекшие от дальней дороги ноги и приехала к местным термальным источникам. Термальные источники Бенье были известны еще 100 лет назад. До 90-х годов тут действовал платный термальный курорт. А сейчас эти бассейны абсолютно бесплатные. На фоне горы поют птички. Достаточно большая такая себе жидкостная емкость. И, наверное, здесь полезно, если здесь так много людей. Как у любой албанской достопримечательности, у этой есть своя легенда. Здесь история такая. Один священник, у которого были больные ноги, приехал в это место, окунул в эту прекрасную термальную водицу и вышел абсолютно здоровым человеком. Лечебная вода в бассейны бьет прямо из-под земли. Ее температура 29 градусов. А сама она обогащена серой и другими полезными микроэлементами. Считается, что после посещения такого прекрасного озера молодости у вас пропадут все кожные заболевания, улучшится кровообращение, начнут работать суставы как новенькие.
удовольствия и комфорта. Хотя, как бы, мне с моими 100 долларами, наверное, грех жаловаться, да? Ну что, дорогие друзья, абсолютно привычная для меня ситуация. Иду с бутылкой. Но, кстати, непривычная в том, что иду еще с деньгами. А эти хрустящие, манящие 100 долларов для вас, мои хорошие. Я, если честно говоря, не знаю, что тут можно позволить себе на 100 баксов, но программу вы посмотрели, Юлька определенно вам что-то рассказала. Ну и, как минимум, можете, найдете отпраздновать свою победу в том чудесном ресторанчике. Заказать воды, например. Ой, какая я зараза, конечно, да. Ну, деньги, они ж дурманят голову, пьянят. Будете в Албании? За заветными 100 долларами отправляйтесь на ферму Джепали Агротуризм. В 100 метрах от ресторана, в кустах у бетонного заборчика вас и будет ждать клад от Орла и Решки и Настюшки Ивлеевой. Good luck. Албания клевая, бюджетная, интересная и ненапряжная. Я не буду прыгать. Вы чё? Кроме того, здесь есть где разгуляться даже с безлимитной картой. Мне определенно нравится это начало. В общем, Огонь, пушка. ракета. Пахнет реально волшебно. Это балдеж чистой воды. Все, Орел и Решка, любимые ведущие. Короче, место топ. По-домашнему, по-человечески. Морешка, море! А мне несложно подождать свою подруженьку, подружку. Братик мой родной, ну давай. Ой, как вы лучшие, добрые. Сегодня ты меня понимаешь, а завтра я тебя. Ребята, привет, привет. Привет, мой дорогой друг! Ну Вот. что, ты хочешь узнать, как я провела время? Да, я хочу Господи, спросить, боже мой, да, великолепно. Ты знаешь, Албания для меня открылась абсолютно с разных сторон. Где-то напоминает Италию, где-то Испанию, где-то Азию, где-то Турцию. Но и это еще не все. Я наконец-то впервые за полгода была в отпуске, понимаешь? Моря, вот это, я полетала, погружалась, короче, загорела более того. Ты Да, не сгорела нигде? Я не сгорела, но я Очень жаль, кайфанула очень на жаль. полную катушку. Отдохнула, набралась сил. Ну, во-первых, конечно же, я очень рада за свою подружку. Как здорово, что ты отдохнула. Албания – это, блин, открытие. Открытие, ну, это меня вдохновила эта страна. Я хочу сюда вернуться. Я в жизни бы не подумала, что здесь горы, что здесь море, что здесь озера, что здесь степи. Здесь все. Это просто рай. Эта страна попадает в список одних из моих самых любимых мест, из моих самых любимых городов. Это рай. Юль, ты точно рай для путешествовала туристов. до этого? В смысле? Я очень много где была. Да ты кукухой Я поехала, была- ты перегрелась. Смотри, не в себе. я была в Краматорске. Дорогие друзья, увидимся Ребята, с вами в увидимся. следующем городе. Юль, тебе надо выпить. Ты здесь просто мужчины. трезвая вела Да программу подожди, 2 какие дня. Да ты просто трезвая была. У тебя Слушай, здесь все очень дешево, я тебе умоляю. А мужики здесь вообще нереальные. Такие красивые, такие темненькие, такие дешевые.